Я провязала первый ряд, начала второй ряд вязать и дошла до начала нашего узора. Второй ряд и все четные ряды мы вяжем по рисунку, то есть так, как мы провязали петли. Показываю. Здесь изнаночные, то есть как бы мы эти ряды закрепляем. Нечетные цифры нашего рисунка — это будет новый узор, как-то он будет перекрещиваться. Вот. А изнаночные ряды уже идут, мы это вязание закрепляем. Второй ряд мы ничего не меняем. Здесь идут лицевые, провязываем их лицевыми. Вот. Изнаночный за заднюю стенку, лицевые за переднюю, напоминаю. Только так мы вяжем в круговом вязании. Все, вяжите самостоятельно, щелкаете свой счетчик рядов, связали один раз, нажали, первый ряд связали, второй ряд нажали, вот и так далее. Связали третий ряд, нажали, потому что дальше у нас по всей длине наших штанин будет вязаться узор, чтобы не запутаться в узоре. Вяжем до начала нашего рисунка в третьем ряду. Так, вот наш третий ряд, начало нашего рисунка. Перекидываем маркер, вяжем 4 изнаночные, 4 изнаночные. Перекрещивание вправо идет из изнаночных и лицевых. 2 изнаночные мы снимаем за работой. Вяжем 2 лицевые. Возвращаем 2 изнаночные. Изнаночные здесь вяжутся также за заднюю стенку. Не забываем, петли не скрещиваем. Дальше идут у нас 4 лицевые. И перекрещивание в левую сторону. 2 лицевые мы снимаем перед работой. Вяжем 2 изнаночные. Так. 2 лицевые. И 4 изнаночные. Изнаночные. Все, это был третий ряд. Вяжем так самостоятельно, довязываем на второй штанине третий ряд рисунка, вяжем четвертый ряд без изменений и встречаемся с вами в пятом ряду в начале нашего рисунка. Так, все, мы с вами на пятом ряду. Начинается наш узор. Вяжем пятый ряд, перекидываем маркер. Вяжем 2 изнаночные, 2 изнаночные. Идет перекрещивание в правую сторону из лицевых и изнаночных. 2 петли мы снимаем за работой, провязываем 2 лицевые, возвращаем, провязываем 2 изнаночные. Еще одно такое же перекрещивание в правую сторону. 2 петли снимаем за работой, изнаночные. Вяжем 2 лицевые. Возвращаем петли на левую спицу.
Провязываем их изнаночными. Дальше идет перекрещивание в левую сторону. 2 петли перед работой. Вяжем 2 изнаночные. 2 изнаночные. Возвращаем 2 лицевые. 2 лицевые. Еще одно такое же перекрещивание в левую сторону. 2 лицевых перед работой. Так, здесь на что-то не оттуда. Вяжем 2 изнаночные. Возвращаем петли на спицу. Провязываем их лицевыми. Две изнаночные. Так, все, мы провязали 5-й ряд нашего рисунка. Вяжем так вторую штанину и вяжем еще один ряд 6-й закрепляющий. Встречаемся в начале 7-го ряда. Мы с вами на 7-м ряду. 7-й ряд у нас вяжется также по рисунку. Там нет никаких перекрещиваний. Вот как у нас петли идут, так они и вяжутся. Вот, вяжем, значит, 7-й ряд. Точно так же, как и предыдущий 6-й. Так, все, вот рисунок мы связали. Вяжем вторую штанишку также, довязываем 7-й ряд, вяжем 8-й ряд и встречаемся с вами в 9-м ряду. Мы с вами теперь на 9-м ряду. В 9-м ряду мы вяжем 2 изнаночные. Наш рисунок. Так, 2 изнаночные. Теперь у нас идет перекрещивание в левую сторону. 2 лицевые мы снимаем перед работой. Вяжем 2 изнаночные. Возвращаем 2 лицевые. Две лицевые. Еще одно такое же перекрещивание в левую сторону. 2 лицевые перед работой. 2 изнаночные. И 2 лицевые. Две лицевые. Перекрещивание в правую сторону, то есть наши жгутики, они здесь соединяются по рисунку. В правую сторону 2 изнаночные за работой, вяжем 2 лицевые, возвращаем, возвращаем. Две изнаночные. Еще такое же перекрещивание в правую сторону. 2 изнаночные за работой. 2 лицевые. Возвращаем.
2 изнаночные, 2 изнаночные. Так, заканчиваем мы рисунок 2 изнаночными. Все, мы связали с вами 9 ряд нашего узора. Вяжем до конца самостоятельно вторую штанину, вяжем 10 ряд, встречаемся с вами также в 11 ряду. Так, вот наш 11 ряд, снимаем маркер, вяжем 4 изнаночные, перекрещивание влево, 2 лицевые снимаем перед работой, вяжем 2 изнаночные, возвращаем, 2 лицевые, дальше 4 лицевые, перекрещивание в правую сторону, 2 изнаночные снимаем на дополнительную спицу за работой, вяжем 2 лицевые, возвращаем, 2 изнаночные. Две изнаночные. Заканчиваем 4 изнаночными. Изнаночные. Все, мы связали с вами 11 ряд рисунка. Дальше довязываем вторую штанину также. 12 ряд это заключительный ряд в нашем рисунке. И он четный, он как идет закрепляющий. То есть вы провязываете 11 и 12 ряд. Все. И дальше у нас идет рисунок с самого начала, с первого ряда. Повторяете все. С 1 по 12 ряд. С 1 по 12 ряд. Так мы вяжем. Но пока что давайте провяжем с вами до ластовицы. До ластовицы провяжем. Это где-то у нас получается 23 сантиметра. 23 сантиметра вяжем на круговых спицах. Дальше встречаемся с вами и вывязываем ластовицу. Как это сделать, я вам покажу. Все вяжем нужную нам длину. Может быть, кто-то померит, ребеночек там будет больше или меньше, наоборот. Вяжем вот до промежности, до нашей. Девчонки, я провязала 23 сантиметра. Меряю вам. Вот наши штанишки. Вот. 23 сантиметра у меня. У вас может быть эта мерка немножко другая. Смотрите по параметрам вашего ребеночка. Меряем со спинки. Сейчас мы начинаем вывязывать ластовицу. Как мы это делаем? Нужно будет спереди отметить середину нашего вязания, отсчитав от нашего края узора 18 петель, повесить маркер. Мы будем делать накиды. Вот наше начало ряда. Делаем накид вот таким вот образом. Накид. Перекидываем маркер. Вяжем до середины.
меня идет 5-й ряд сейчас узора. Сейчас я его свяжу. Ну, вяжем, в общем, до этого маркера, до середины переда. Довязываем до маркера, перекидываем маркер и делаем еще один накид. Вот таким вот образом. Затягиваем петельку. Вяжем до нашего начала ряда, до середины спинки, вот до этого места. Вяжем, встречаемся там. Мы дошли до нашего накида. Вот. Вешаем вот такие вот маркеры. Я самодельный повешу. С одной стороны. Накид провязываем за переднюю стеночку. Провязали. Вешаем маркер с другой стороны. Хотя, в принципе, вот у нас здесь есть начало ряда. Вот так вот. Вяжем дальше до следующего нашего накида. Также отмечаем его с двух сторон маркерами. В середине должен быть наш накид. Вяжем его за переднюю стенку. Вот. Накиды мы будем с вами делать через ряд. То есть сейчас мы его провязываем, а в следующем ряду уже мы будем делать еще одни накиды. Как это делать, я вам сейчас покажу. Вяжем, в общем, до следующего ряда. Здесь отмечаем накид маркерами и вяжем вот до розового моего маркера. Вот я дошла до нашего с вами накида провязанного. У меня здесь розовый маркер. Теперь нам нужно сделать еще один накид. Мы перекидываем маркер, подворачиваем вот так вот палец, цепляем нить и затягиваем. Один накид мы сделали. Провязываем наш первый накид. И здесь нам нужно будет сделать тоже накид, но не так, как мы делали, а по-другому. Петлю мы разворачиваем вот таким вот образом. Вот так. Вот. И одеваем на нашу спицу и затягиваем хвостиком вперед. Все. Перекидываем наш маркер. И вяжем дальше до нашей середины передней части. Встречаемся тут. Покажу вам еще раз, как нужно делать накиды. Накид в правую сторону. Заворачиваем пальчик и берем вот эту нитку. Одеваем и затягиваем. Нить получается за спицей. Провязываем нашу петлю. И теперь накид в левую сторону. Делаем петельку вот такую вот, таким вот образом. Вот. Одеваем на спицу и затягиваем нить перед спицей. Перекидываем наш маркер и вяжем дальше с вами. Провязываем этот ряд до конца. В следующем ряду мы закрепим накиды, то есть провяжем их
за переднюю и за заднюю стенку. Как их провязать, сейчас вам покажу. Вот мы доходим до нашего маркера, перекидываем его. Сейчас мы будем провязывать накиды. Накид с правой стороны мы провязываем за переднюю стенку. У нас получается перекрещенная петля. Вот таким вот образом. Этот наш самый первый накид провязываем в серединке. А накид с левой стороны мы провязываем за заднюю стенку. Берем петлю вот за заднюю стенку и провязываем. Перекидываем маркер. Вот таким вот образом у нас получается. Еще раз вам покажу. Дойдем, когда до середины переда. Смотрим еще раз. Так, вот я дошла до нашего накида. Накид, который мы делали с правой стороны, мы провязываем за переднюю стенку. Вот таким образом. Эту петлю провязываем. А накид, который мы делали с левой стороны, мы провязываем за заднюю стеночку. Вот таким вот образом. Все, перекидываем маркер. Так, тут у меня ниточка зацепилась. Все, вяжем, девчонки, самостоятельно. Нам нужно провязать эти накиды, сделать 10 петель между нашими маркерами. Когда у нас будет 10 петель между маркерами, вот тогда мы будем скидывать с вами петли ластовицы на булавку. Значит, провязываем сейчас до начала ряда, потом идет у нас ряд с накидами, также делаем накид после маркера, вот здесь вот с краю, в правую сторону, а вот здесь вот в левую сторону. Провязываем, закрепляем, провязываем эти накиды. Дальше следующий ряд с накидами. Опять закрепляем наши накиды до тех пор, пока у нас между маркерами не будет 10 петель. И тогда с вами встретимся. Я провязала вот с нашей задней стороны 11 петель ластовицы. Сейчас подхожу к передней части, довязываю этот ряд. Провяжем его вместе. У нас получился такой некий треугольничек. Потом мы с вами этот треугольничек сошьем после того, как свяжем наши ножки. Чтобы нашему ребеночку было удобно. Так, вот я подхожу к нашей передней части. Здесь у меня еще петли ластовицы не провязаны. Тут скидываем. Так, это провязываем так. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петлю за заднюю стенку. Так, маркер. Все, довязываем этот ряд до конца, до середины нашей спинки. Встречаемся с вами вот у розового маркера, у начала нашей ластовицы. Это получается конец нашего вот этого ряда. Я провязала наши 11 петель ластовицы, и у нас получился вот такой вот красивый треугольничек. Теперь нам нужно эти петли снять на булавку. Значит, маркер мы перекидываем и разделить наше вязание на две ножки. То есть этот треугольничек у нас будет в середине. Вот, мы его сошьем, и здесь будет идет одна штанишка, здесь вторая штанишка. Так, берем булавочку.
снимаем туда петельки, наши 11 петель. Потерялась ниточка. Так, все застегиваем, чтобы петли никуда у нас не убежали. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ниточку нашу рабочую мы немножко отматываем и обрезаем. Так, вот. Обрезали, ложим ее внутрь. Теперь мы будем делить наши штанишки на 2 части. Я буду вязать, девчонки, чулочными спицами из-за того, что мне неудобно, не нравится мне способ Magic Loop. Я не люблю вытягивать вот эти тросики, потом опять подтягивать. Мне проще вязать на чулочных спицах. Если вам удобнее вязать способом Magic Loop, то, пожалуйста, вяжите им. Показывать я буду на чулочных спицах. Берем спицы точно такого же размера, чтобы наше вязание не отличалось. Здесь у меня спицы 3,5. Вот. На основном полотне. Берем кончик нити. Начинаем перекидывать петельки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Давайте сделаем 17. Узор мы поместим на отдельную спицу. Маркер я снимаю. В общем-то, тут уже все ясно, что где идет узор. 20 петель нашего узора также перекидываем. Так. 20 петель, пускай будет узор весь на одной спице, так будет удобнее. Маркеры все снимаем. Так, ну и здесь у нас остается. По-моему. Так, все, мы дошли до ластовицы, до нашей. Так, вот эти петельки. Петли ластовицы мы также снимаем на булавочку. Потом мы будем их сшивать швом петля в петлю. Так, пересняла лишнее. Вот, 11 петель. Застегиваем булавочку. Здесь у нас остается с вами одна штанина. Вот она. Вот, если соединить, одна ножка, а это другая ножка. Вот эту часть мы с вами сошьем. Вот. Так, вот. Вот. Это задик наш, это перед. Так, сейчас, конечно, выглядит это все сумбурной массой.
Но в конечном итоге все будет очень-очень красиво. Так. Сейчас попробуйте. Все это мы оставляем. Эти пусть болтаются. Берем с чулочных, начнем. Так, это у нас получается правая штанина у меня идет. Правая штанина. Вот она. Вот она. Берем нашу нить. Нить берем не ту, которую мы отрезали, ту заправляем внутрь. А берем вот нить от клубочка. Той нитью мы будем с вами ластовицу сшивать. После того, как провяжем одну ножку. Так, важно понимать, вот как у нас спицы. Вот. Все это мы с вами сейчас будем соединять. Значит, теперь у нас начало ряда будет внутри ножки нашей. Здесь будет начинаться наш ряд. Мы с вами его отметим. Вот как начнем вязать, сразу же и отметим. Значит, я буду делать убавки в каждом 10-м ряду. В каждом 10-м ряду мы будем с вами делать убавки, чтобы штанишки наши к низу немножко сужались. Потом мы перейдем на резинку 2 на 2 и закроем петли. Пока мы вяжем без убавок, просто соединяем наше вязание. Ничего бояться не надо. Кто умеет вязать Magic Loop'ом, значит вяжет Magic Loop'ом. Мне этот способ неудобен. Я по старинке вяжу на чулочных спицах. Первые 2 ряда, конечно, будет трудновато, но потом мы с вами привыкнем. Так, вот. Еще, конечно, бы неплохо было бы подключить сюда еще одну спицу. Ну ладно, сейчас мы ее подключим. Один ряд провяжем. Так, мы затягиваем. Вот так вот. Максимально близко, чтобы было. Придерживаем вот этот кончик наш от нитки. Я его обматываю вот так вокруг пальца и держу, пока вяжу там первые 2-3 ряда. Так, чтобы все было максимально близко. И обязательно запоминайте, на каком вы ряду остановились вязать ваш узор. Я вот остановилась на 5-м ряду. То есть я связала 4 ряда. Записывайте себе, что вы связали столько-то рядов. И будем начинать с того же ряда, на котором мы остановились. То есть продолжать наше вязание. Здесь у нас будет все поровну, а штанишки мы будем вязать не одновременно. Вот, поэтому не стоит забывать, где вы закончили на левой ножке. Я буду вязать с 5-го ряда. По моему рисунку, по моим меркам, у меня идет 5-й ряд. Давайте спицы заправим, чтобы они не мешались. Вот так вот. Внутрь. Так, вот я немножко провязала, беру следующую спицу, чтобы разделить вязание уже на 4 спицы. У меня было на 3, теперь на 4. Мне очень нравится вязать на чулочных спицах. Я очень довольна. Magic Loop мне почему-то вот никак вот не зашел. Эти тросики бесконечные, передвигание, вытягивание. Почему-то мне это не нравится. Так, мы вяжем здесь 5-й ряд узора. Так, эти 2 мне надо снять за работой. Здесь перекрещивание идет в правую сторону.
скрещивание вправо. Я вот как-то так привыкла, и мне вот удобно на чулочных спицах. Вот. Я хотела бы, конечно, еще приобрести себе спицы, есть у Ади, по-моему, называется Crazy Trio. Вот, они укороченные как раз вот для вывязывания таких вот рукавов, штанишек детских. Но пока что-то как-то не приобрела пока что. Ну, в общем-то, у меня есть это в планах. Скоро, может быть, они осуществятся. Все как-то руки не доходят их купить. Хотя они были бы актуальны для меня, так как я часто вяжу младшей дочери. Это все вот. Может быть, они будут для меня удобнее, чем чулочные. Напишите в комментариях, у кого есть эти спицы. Ади Crazy Trio, по-моему, они называются. Как они удобны, вот. Стоит ли их покупать? Или лучше оставаться на чулочках? Я уже как-то приноровилась. И мне, в общем-то, все нравится. Так. Здесь я поделю вязание еще. Одну спицу подключу. И вот с этой спицы тоже петли разобью. Половина петель у меня на этой спице будет, половина на следующей. Так, последний хвостик подтягиваем, чтобы он никуда не убежал. Так, теперь ряд мы провязали. Это первая петля второго ряда. Давайте сюда повесим маркер наш зелененький, вот, чтобы понимать, что это начало ряда. Так, здесь вот хвостик подтягиваем. Прям держим его, чтобы он никуда не убежал у нас. А то вязание будет слабым и образуется дырочка. Сейчас еще рядочек второй, и он у вас хорошо там зафиксируется, и будет все очень аккуратно. Так, напоминаю, что мы сейчас на втором ряду. На втором. Для чего мы считаем эти ряды? Для того, чтобы понимать, где нам сделать убавки. Вот я себе записала, что у меня идет по рисунку 5-й ряд. То есть я буду откладывать на счетчике рядов. Вот я связала 5 рядов. Я отложила. Значит, 5-й ряд, 6-й ряд, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Во втором ряду мы делаем убавку. Дальше провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, вот так вот мы делаем убавки. Вот так вот.
Значит, пока еще мы не сделали их, провязали только 5-й ряд. Вы поняли, да, как считать убавки? 5-й ряд я провязала. Это получается 1-й ряд без убавок. 5-й, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Во 2-м ряду нашего узора, когда мы дойдем до 2-го ряда, вот здесь у нас будет 2-й ряд, мы начнем с вами делать убавку. Как делать убавку, я вам сейчас покажу. Вяжем, пожалуйста, еще 9 рядов, встречаемся в 10-м. Так, девчонки, я вот довязываю 2-й ряд. Вот, заканчивается 2-й ряд у меня. Сейчас, пока я в процессе, довязываем, 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 довязываем. Вот смотрите, какая у нас красота получается с вами. Так, вот это ластовица, а это наши ножки. Вот это мы с вами все сошьем. Здесь не будет никаких дырочек. Все будет красиво и аккуратненько. Так, доходим с вами до последней петли 2-го ряда. Здесь начинается 3-й ряд. Снимаем ее. Снимаем маркер. Одеваем эту петлю на левую спицу. Маркер перевешиваем вот сюда. Убавляем петлю. Провязываем 2 петли вместе за переднюю стенку. Все, у нас аккуратненькая убавочка с вами вышла. Вяжем дальше. Вяжем дальше также 10 рядов. И доходим с вами опять до последней до последней петли нашего ряда. Значит, снимаем маркер, перевешиваем петлю на эту сторону, на левую спицу, и провязываем также 2 петли вместе. То есть маркер у нас будет вот здесь вот наш потом. Значит, делаем убавки. Так, провязываем вашу длину. Я буду провязывать где-то вот около 36 сантиметров. Я вот здесь вот мерила на тех штанишках. Ну, у каждого ножки у ребенка разные. Значит, 36 это у меня вместе с резинкой получилось. То есть тут еще будет резинка. Нужно понимать, как бы, что здесь еще, допустим, будет 3-4 сантиметра резинка 2 на 2. Провязываем столько, сколько вы хотите, до конца щиколотки. Вот, и встречаемся с вами, когда уже будем переходить на резинку. Напоминаю, что на резинку нам нужно с вами число петель кратное 4, чтобы мы с вами начали ее вязать. Так что по петлям ориентируйтесь. Может быть, где-то вы сделаете убавки не через 10, а там, допустим, через 10, потом 5 убавка и еще 5. Ну, чтобы сократить петли до нужного количества. Вот, ориентируйтесь на ваши цифры. Значит, встречаемся с вами около резинки. Я провязала нашу правую ножку. В длину у меня получилось 30 сантиметров. Вот, от начала ластовицы. С этой стороны у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 раппортов нашего рисунка. 11 раппортов, вот как раз в 12 ряду я закончила. И сейчас буду переходить на резинку 2 на 2. Резинку 2 на 2 мы будем с вами вязать на спицах номер 3. На тех же самых спицах, на которых мы вязали резинку на поясе. Так, вот здесь у меня закончился ряд. Я беру спицы меньшего размера, у меня это номер 3 чулочные, и вяжу 2 лицевые и 2 изнаночные. Изнаночные вяжем в первом ряду за переднюю стенку. То есть из лицевых мы делаем изнаночную, а в первом ряду вяжем за переднюю стенку. 2 лицевые и 2 изнаночные. Все, вяжем так до конца нашего ряда. 2 лицевые и 2 изнаночные.
Я провязала резинки 6 сантиметров. Сейчас мы будем с вами закрывать наши петли. Закрывать петли мы будем обычным способом. Вот наше начало ряда. Первую петлю мы снимаем. Вторую лицевую мы провязываем лицевой. И продеваем через первую. Дальше у нас идет изнаночная. Изнаночную провязываем изнаночной и продеваем через первую. Вот. Дальше еще одна изнаночная. Петли не затягиваем, чтобы край у нас был эластичный. Дальше лицевая. Так, еще одна лицевая. Изнаночная. Изнаночная. Так, лицевая. Лицевая. Так, изнаночная. Изнаночная. У нас вот получается вот такая вот косичка аккуратная. Сейчас давайте вместе спицу одну довяжем, закроем, чтобы брать нам было полегче. Так. Вот от одной спицы мы с вами освободились. Это можно перенести вот так. Оп. Оп. Так, смотрите, у нас получается вот такая вот аккуратная косичка. Она же очень эластичная, не сдавливает наше изделие. Так, закрываем до нашей самой последней петли. Встречаемся там. Вот я закрыла петли, у меня получился вот такой вот красивый и ровный край. Очень хорошо тянется. Ну вот, в принципе, наша правая ножка готова. А теперь мы будем самостоятельно вывязывать левую ножку по такому же принципу, как и правую. Но вот здесь у нас с вами осталась нитка. Я ее вот убрала с иголочкой. Эту нитку мы не трогаем. Мы этой ниткой будем сшивать нашу ластовицу. Вот, поэтому я возьму другую нитку от клубка, а эту оставим для того, чтобы шить петли ластовицы. Ну все, вяжем левую ножку. Не забываем делать убавки в каждом 10-м ряду с внутренней стороны и провязывать наш узор. У меня это здесь 11 раппортов. Ориентируйтесь на сантиметры, на количество раппортов, конечно, чтобы было одинаковое. И все, встречаемся с вами, когда провяжем левую ножку и закроем также на ней петли. Мы провязали с вами две ножки наших штанишек, и теперь мы приступаем к сшиванию ластовицы. Я перенесла петельки на спицы, чтобы было поудобней. И сейчас вот таким вот образом иголочкой буду их сшивать. Мы находим крайнюю петлю вот здесь. И вот здесь продеваем туда иголочку и вот таким вот образом протягиваем нашу нить. Дальше сюда и сюда, чтобы не было дырочек. Потом вот здесь вот есть дужка. Вот она.
продеваем петлю сюда в дужку и в крайнюю петлю на спице к передней стенке тянем. Так. Дальше подхватываем вот здесь. И затягиваем. Петельки сбрасываем. Так, то же самое находим здесь дужку. Петлю скидываем сразу, чтобы она нам не мешалась. И вот так вот. Вот. Так. Вот наша дужка. Вот. Петлю сюда. Сбрасываем. Дальше. Вот. Таким вот образом. Затягиваем. Так. Скидываем. Находим дужку на левой спице. Дети дома у меня, сегодня выходной, так что поэтому можете слышать их. Ну, я думаю, это нам с вами не помешает. Сшить наши петельки. Так. Осталось совсем чуть-чуть. И наше изделие будет с вами готово. Постараюсь побыстрее смонтировать видео, но скорее всего буду разделять его на две части, потому что длинное получилось. В одну не умещается. Будет две части видео. Свои вопросы мне, пожалуйста, задавайте в комментариях под этим видео. Или пишите в мой инстаграм. Ссылка на него будет внизу в описании. Так, ну вот, мне прям совсем чуть-чуть осталось затянуть. Оп. Ниточка подлиннее. Так, осталось всего лишь по 2 петли на спицах и небольшой уголочек.
Убираем спицу. Так, здесь вот это расстояние, тоже сейчас аккуратненько мы его сошьем. Ничего видно не будет. Все, наше с вами изделие готово. Надеюсь, было все понятно в моем мастер-классе. Также хочу сказать, что это узор универсальный. Можете вязать штанишки эти как на девочку, так и на мальчика. Многие, может быть, даже будут вязать их на себя. Вот. Жду ваши вопросы под этим видео. Также жду ваши готовые работы. Присылайте мне их в Инстаграм или на мою страничку ВКонтакте. Ссылочка будет внизу в описании под этим видео. Ну и все, увидимся с вами на моем канале в моих новых роликах. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всех люблю, целую, пока-пока.